Друзья, всем привет! Сегодня займемся очень полезным и нужным делом. Раскоксуем и промоем двигатель 1ZZFE, установленный на автомобиле Toyota Allion. Двигатель очень много жрет масла, в районе 2 литров на 1000 километров. Раскоксовывали его разными способами, с сольвентом, лавром. В общем, ссылки все я оставлю в описании, кому интересно, можно будет посмотреть. Как вы уже поняли, прошлые раскоксовки помогли нам не очень. Поэтому сегодня будем раскоксовывать и промывать двигатель с помощью русского народного средства Димексида. Мы уже приготовили все необходимые компоненты. Димексид. Димексид, кстати, продается в аптеках. Отпускается без рецепта врача. В общем, в свободной продаже. Масло будем использовать для дизельных двигателей, так как оно имеет жирный пакет моющих присадок и высокое щелочное число. В общем, как раз то, что нам нужно. Масло на разлив, полусинтетика. Первым делом нагреем двигатель до рабочей температуры и зальем пару бутыльков димексида в движок. Нагрели двигатель до рабочей температуры. Выливаем пару бутыльков димексида в горловину двигателя. Димексид в двигатель зальем для того, чтобы он размягчил нам шлам внутри движка и поднял краску с поддона. Поддон на этих двигателях крашеный, поэтому будем снимать и оттирать краску. Иначе ошметками краски забьет весь заборник, ну и, возможно, каналы. Ну и можно легко запороть движок. Итак, заводим двигатель и помолотим минут 15-20, чтобы димексид хорошенько разошелся по масляной системе. Ну и также надо обязательно следить за контрольной лампой масляного давления, потому что может забить масляный заборник и можно, как я уже говорил, запороть двигатель. Что, не горит лампочка? Давай. Протарахтели в районе получаса. Сливаем отработанное масло с димексидом с поддона. Болт этот петушачий. Угу. Всего трясет. Да не ссы, если что, на веревке утащу. На замену движка, блядь. Димексид вперемешку с маслом воняет отвратительно, сразу вам скажу. Просто нечем дышать. Кого-то мочой. Задохнуться можно.
Еще масло черненькое, да, такое? Фу. Все эти дела снизу делаем на вот такой мини-эстакаде. Сделана она из одного поддона. В общем, кому интересно, пишите в комментариях, скину размеры. Работать снизу гораздо удобнее, чем на земле. Слилась с двигателя у нас вот такая черная вонючая отработка. После отработки остался вот такой густой налет. Я думаю, это растворился шлам с движка и лаковые отложения. Откручивать поддон мы будем с помощью вот таких насадок на шуруповерт под головку. В общем, заимел на Алиэкспресс, ссылочку оставлю в описании. Вещь, я думаю, удобная. Ага. Ты гайка просто. Не болт. Вот так у нас выглядит снятый поддон. Отошел герметик местами. Ну и подняло краску димексидом. Все это дело нужно будет хорошенько оттереть. Краску, видишь, поднялась. У тебя есть тряпки, кстати? Можешь вот этот слой тряпка снять сейчас? Блять, я забыл тряпки взять. Матери надо мне это взять. Да есть. Тряпок как говно. На дне, блядь, кого-то. Друзья, вот так вот двигатель выглядит под поддоном. Чувство такое, что ездили на автоле и ни разу не менялось масло. В общем, движок угаженный вообще в хлам. Весь в лаке и отложениях. В общем, смотрим бесценные кадры, как говорится, что было до. Потому что потом, после всех процедур, промывок и раскоксовок димексидом, точно так же снимем поддон и посмотрим, что получится после. Тут вон начало уже отмывать довольно.
забитый. Масляный заборник забило кусками шлама, который отмыл Демиксид. Его нужно обязательно прочистить. Стой. Ну все, друзья, избавляемся от краски на поддоне и, как говорится, едем дальше. Итак, друзья, оттереть краску от поддона задача была не из легких, но мы справились. Вот как он выглядит без краски. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe. Ставим поддон на свое место, меняем масляный фильтр старый на новый. И вот так, да? Конечно. Отмеряем примерно 3 литра дизельного масла. Смотришь? Ага. Да. Сейчас 3, да? Хорош. 3 где-то. И заливаем масло в двигатель. Демиксид у нас греется на горячем двигателе, так как при остывании демиксид кристаллизуется, поэтому его нужно держать в тепле. Возьмите, друзья, это на заметку. Пока мы делали манипуляции с поддоном, оттирали поддон от краски, мотор у нас изрядно остыл. Поэтому сейчас заведем и доведем его до рабочей температуры. И продолжим далее. Двигатель нагрелся до рабочей температуры. Далее выворачиваем свечи. Ну-ка, что там? Ну, маска. Свечи, в принципе, выглядят неплохо, не закиданы. Ты ебаный фокус. Фокус, блядь. Сука, издевается он, что ли, пидорас? Ну, подержи. Пошел он нахуй, короче. Пошел нахуй, фокус. Ебаный. Фокус, шмокус. Прокус. Выравниваем поршня примерно в одну линию. О, Пойди. почти. Пойди.
Пойдет. Ты все, ясно. Да. И наливаем в каждый цилиндр по пол бутылька димексида. Сразу наживулим свечи на пару витков, для того, чтобы у нас получилась паровая баня. У тебя камеры нет? Для того, чтобы димексид у нас как можно лучше проник к маслосъемным кольцам, каждые 15 минут будем шевелить поршня за коленчатый вал. Ай, блядь, нога. Ага, давай. Есть, короче, вода. Есть? Угу. Ну, вода это. Димексид. Ну. Давай, давай. Ага. По полцилиндра, блядь. Давай. Поршня мы будем шевелить до тех пор, пока у нас весь димексид не проникнет через кольца в поддон. Короче, понятно. Че? Ну, хороший или что? Есть? Есть еще. Что, да, пусть еще поставит, потом еще поставит. Через 10 минут, да? Ну. Ну пусть не будем закручивать. Итак, друзья, прошло в районе часа. Каждые 15 минут мы шевелили поршня, пока димексид не проник через кольца Давай разок. в поддон. В общем, сейчас остатки выкинем стартером с камеры сгорания и закручиваем свечи. Хорош. Почему? Давай еще разок. Все, хорош. Че, мокро? Ну, маленько тут есть. Чуть-чуть. Все, короче, закручивай. Давай. Ой, все, в масло накидал. Угу. Тряпочку пропускал. Ага. Снова заводим движок и доводим его до рабочей температуры. Ох, нифига дым, блядь. Газани. Что, назад ждем? Фу, блядь, ага, давай. Снимать, что ли? Я говорю, что фу, от вонища.
Да, запашок-то вообще нормально. Ну, хотя он уже нагрелся, наверное. Ну, суши его. Уже в нагретый движок заливаем в довесок 2 пузырька димексида в двигатель. В общем, у нас сейчас получится 4 пузырька внутри двигателя. Димексид промоет на масляную систему внутри мотора, ну и попадет на масляные кольца изнутри движка. В общем, заливаем, заводим и гудим минут 40-45. Стало белеть. Угу. Итак, промолотили 40 минут. На холостых оборотах, иногда слегка подгазовывали. В общем, выкручиваем свечи зажигания. Свечи, как мы видим, очень сильно закидало. В общем, выглядят они неважно. Короче, свечи нужно будет либо поменять, либо почистить старые. Ничего не снимать. Он так будет долго течь. Слили отработанное масло с димексидом с двигателя. Вот так оно выглядит. Что, уже почище? Ну. Чуть-чуть вроде как. Угу. Заливаем свежее масло в двигатель. Меняем масляный фильтр старый на новый. Так у нас выглядит старый фильтрующий масляный элемент, который только что открутили с двигателя. Вот с фильтром, кстати. Господи, боже мой. Какой же он грязный. Сколько говна. Сколько говнеца-то у него. Вообще, он, смотри, сколько параш. Эй. Вот эту природу засрали всю. Все убираем, природу чистим. Ну а сейчас заведем мотор, хорошенько погазуем, нагреем его до рабочей температуры и продолжим. Ой-ой-ой. Что за стуки посторонние? Не знаю. Нормально. Ну давай. О, сейчас можно Ну. Вот наша лаборатория.
И что, хочешь газовать сейчас? Что, подгазнешь, я посмотрю там, что дымит, не дымит. Температура в норме. Ну-ка. Давай. Как будто курит. А, ну вот сейчас, давай, сопулить. Вон, сопулить. Так что... Угу. Че, с трубы вылетал что? Да Масло. нет, нет. Ну, не видать, ну иди еще подгазни нормально. Дальше. Погазуй по уму. Пацан. Да. Че, вылетал что? Не. Ну и что, температура уже нормально? Ну да, можешь заливать, кстати. Ну, давай. Глушить. Да. Короче, заливаем всю эту лабуду. Последняя порция. Да. О, маленько даже Отъела. почище стало горловина. Точно, ага. Нифига ее как отъела хорошо. Была-то вообще вся в лаке. Итак, заливаем последних 4 пузырька димексида уже в прогретый движок. Как этот надоел этот песик. Как он там. Пойти его пристрелить. Как только его терпит хозяин. Давно бы уже из него шашлык бы сделал. Так, это что, 3-4 штуки, да, получается? Получается 4, ну. Смотри, дым прет. Дым столбом просто. Мгм. Ну что, заводим на полчаса? На час? Или на сколько? Заводим движок и будем гудеть на повышенных оборотах в районе часа. Ну, а затем будем снимать поддон и смотреть, что у нас из этого всего вышло.
Видишь? Газани. Нету дыма вообще. Куда-то делся весь. Сколько? Полчаса. Уже полчаса промолотили. Нет, 15 минут. Ну, мотор как балалайка сейчас. Все. Фу, блядь. Фу. Ну-ка, газани. Фу, блядь. Нет, ты так, вонь. Там задохнуться можно, иди понюхай. Но я отсюда тоже залетаю. В общем, прогудели час, слили масло, вот так вот смотрится отработка. Немного вроде как стало почище. Ну, короче, я не знаю. Че? Фу, блядь, вонючая. А? Ты кому? Тебе? Подписчик. Ну, тебе и подписчикам заодно. Воняет, короче, какой-то херутой. Че, на? Кого? Трёп. Нахуя? Ну, У меня вот он. Вот Что, он. заливаем? Да. А что там? Сильно? Тебе? А, нифига как отмылось. По горловине видно, что мотор слегка стал почище. В общем, сейчас еще снимем поддон. Посмотрим, что там. Вот это димексид животворящий. Вот это чудо-средство. Чудит, блядь. Вот это чудо-средство у нас. Чудит по Мы беспределу. прикупили в аптеке. Чудо-средство-то прям. Сейчас что заливаем? Так, 3,5 литра масла осталось. На промывку. Окончательный все, вариант. Потом уже снимаем поддон. Короче. О, что это дым такой? Куда фига туда? Не загорится, блядь. Заливаем свеженькое масло в двигатель. Это у нас уже будет масло для промывки, чтобы вымыть остатки димексида с движка. Как слабо же уходить. Что думаешь, забила что ли? Забила канал. Ходя вставила, да? Ага. Да? Ты сколько выпил? Да мало.
Нифига, смотри, дым. Ну, дым не прекращается просто. Просто беспредел. Кто знает, в чем проблема, ребятки, напишите в комментариях. Да. Что за дым такой? Что за дым такой за белый? Белый дым. Дым, 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 дым. Ну, как, ну, я маленько потер, как будто он как новый. Горловина. Как будто контрактный мотор. Че, пускаешь движок? Что, тихо, здесь мост? Сейчас заложу. Угу. Поднись. А что ты там хочешь увидеть? Нормально так. Что, мне съезжать? Я стою. Так? Куда минут 15 погудим? Что-то маленько это работает, да? Еще, видать, димексид остался. Че, газанешь? Вот от прошлого раза остался, да? Ну, свет. Так у нас выглядит поддон двигателя. Ну, а что, смотри, все чистенько, да? Слушай, ну он шлам-то есть какой-то. Что есть? Ну я вот то, что был здесь, убрал. Там за там дальше есть, нет. Чем там залезть? Масляный заборник был слегка в шламе. Ну, это ничего страшного. Намного было. Ну, была, ну. Чуть-чуть, да? Ну. Вот там. Ну, палец, видишь, краска пошла. Угу. Так-то чистый вроде заборник. Ну, я здесь убрал, ну, Так, ну и что? Надо мотор посмотреть, что там. Нормально, нет? Эй, капает что-то, блядь. Нифига себе, новый мотор. Да? О, как отмылось хорошо. Ну а сейчас, друзья, посмотрим, как выглядит двигатель изнутри после всех наших процедур с демиксидом. В общем, смотрим, что получилось после. Как вы сами видите, результат налицо. Угу. Маленько, да? Не, ну все равно чище стал намного.
Что там же? Приемник нормальный? Нормально. Что это, сливай? Сливай. И пойду еще. Приручен, да? Ну, чище, чище. Что там говорит? Ну а нам, друзья, осталось нанести герметик на поддон, так как здесь на этих двигателях поддоны идут без прокладок, чисто на герметике. В общем, сначала нужно будет обезжирить посадочное место на поддоне, ну, затем аккуратненько нанести герметик. Герметик у нас красный, специальный. В общем, и слегка размазать. Затягивать сильно не нужно, потому что можно будет продавить посадочные места и поддон даст течь. В общем, закручиваем аккуратненько, без фанатизма, по кругу, ничего не перетягивая. В общем, меняем масляный фильтр на двигателе, заливаем масло для бензиновых двигателей. В общем, друзья, насчет масложора судить еще, конечно же, рано. В общем, спрашивайте в комментариях, постараюсь всем ответить, жрет масло либо нет движок. Ну а так, как вы сами видели, что результат, конечно же, от димексида отличный. В общем, отмывает шлам, растворяет все лаки, короче, штука хорошая, но опасная. В общем, можно запороть движок, если действовать неаккуратно. Ну, в общем, друзья, у меня на этом все. Кому видео понравилось, либо было полезным, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, пишите комментарии. В общем, всем удачи. Пока.